поговорим в таком положении. Я сейчас смотрела влог одной девочки, вот, и задумалась, как это обычно бывает. Любые простые вещи доводят меня до раздумий, иногда загонов. Вот. Итак, о чем я задумалась? Во-первых, у этой девочки безумно красивые влоги. И я такая, как же я хочу сделать что-то красивое. И как же я хочу сделать из этого влога что-то красивое. Я еще не отсмотрела материал, который сняла за эту поездку. Вот. Но я очень надеюсь, что мне получится что-то красивое из этого сделать. Не знаю, получится у меня это или нет. Если нет, то вряд ли этот влог выйдет целиком. Может, просто этот отрезок выйдет. Вот. Что еще? Эта девочка... Неудобно лежать. Ё-моё. Я так не придумала, кстати, имя этому лягушу. Помогите мне придумать. Я не знаю, как его назвать. Вот. Господи, о чем я говорила? Эта девочка в своем влоге показывала, в нескольких влогах показывала, как она учится. Вот. Я посмотрела ее видео о том, как она поступала и сдавала экзамены. И поняла, что, во-первых, к черту. Я найду еще универы не только по китайскому языку, не только те универы и те направления, которые включают в себя изучение китайского языка, потому что, японский и корейский мне намного интереснее, чем китайский. И почему я решила искать только китайский сначала? Потому что он перспективнее, чем прошлые два. Но сейчас я такая, специалисты и спрос на специалистов найдется в любой области. Я, если буду стараться, буду хорошим специалистом, и спрос на меня как специалиста будет еще больше. Поэтому почему я не могу взять и заниматься тем языком, который мне нравится? Вот такой вопрос я себе задала, риторически скорее. Вот. Короче, я буду искать еще направление университеты. Вот. По экзамену по истории. Мне страшно сдавать историю, потому что я плохо знаю историю в плане... Если вы меня спросите о каком-то событии или, я не знаю, о каком-то факте историческом, я вряд ли вспомню, вот прям совсем вряд ли. Я не знаю, как я буду сдавать историю. Я подумала, что ладно. В любом случае, эта девочка в своем влоге, она говорила, что хотела сначала сдавать профильную математику, и весь 10 класс она думала, что она будет сдавать профиль, и половина 11 она думала, что будет сдавать профиль, но потом отказалась от этого и сдала базу в итоге. И я такая, я могу в любой момент отказаться от истории, если я пойму, что у меня недостаточно знаний и что я не способна буду ее сдать. Вот, поэтому буду учиться, готовиться, потому что история мне интересна сама по себе. Вот, устала в последнее время. Вот. Вот так. И что-то еще. Я поняла, что мне безумно хочется учиться, но не просто, в школе, я не знаю, либо записаться на какой-то курс и решать задания с какой-то платформы, чтобы это все было красиво оформлено, боже мой. Эстетика и красивое оформление — это мое все. Я так падка на красоту, что прям это невозможно.
Самый, кстати, прикол в том, что, ну, есть у меня такой прикольчик. Я смотрю на внешность людей при первом знакомстве, и для меня внешность реально играет большую роль. Но при этом, когда я уже начинаю общаться с человеком, для меня его внешность, типа, стираются границы. Мой типаж, не мой типаж. Нравится мне, как он выглядит или нет, я его воспринимаю как человека и как вайб. То есть я вижу его не как оболочку, как душу. Я не знаю. Я несколько раз пыталась объяснить, что, типа, как я чувствую ауру и душу человека. Никто не понял из тех, кому я объясняла. Ну, короче, это такая вот, я не знаю, особенная нематериальная штука. Короче, внешность человека по сравнению с этой аурой, она просто меркнет, и я просто не вижу. Вот. И если я общаюсь с человеком, мне человек реально нравится, как человек, на его внешность мне будет абсолютно плевать, даже если он не подходит под какие-то там мои стандарты, которые, кстати, не сказать, что самые низкие. Вот. Что еще? Я о чем-то, господи, я о чем-то говорила. Об учебе. Я люблю учиться, но мне бы хотелось либо, чтобы моя учеба, а именно подготовка к экзаменам в этом году проходила либо на какой-то платформе, потому что, блин, прикольно, знаете, типа, тыкать. Я не знаю, мне очень нравится решать всякие задания, там, не знаю, в каких-то приложениях я раньше изучала языки, а мне это очень нравилось, но быстро надоедало, потому что мне не нравился интерфейс. Поняли, насколько я придирчива, да, к дизайну? Вот. И, блин, это было бы так круто, на самом деле. Вот, либо на платформе, либо, я не знаю, в какой-то, я не знаю, группе людей, группа по интересам, группа, ну, просто людей, с которыми мы могли бы вместе учиться. Это было бы так офигенно. Но я, блин, волк-одиночка. Мне очень неловко спрашивать ребят о чем-либо. Людей просто, я не знаю, даже если это мои друзья, даже если это мои близкие друзья, с которыми я общаюсь фигово тучу лет, мне все равно неловко спросить. Я никогда не зову гулять первый. Если меня зовут, я с вероятностью 90% соглашусь. 10% это, типа, если у меня есть какие-то дела или, ну, мне нужно помочь маме, например, семье. Вот, тогда я не смогу пойти, а в остальное время, боже, забирайте меня. Я хочу гулять с людьми, но я не люблю их приглашать. Я слишком стеснительная и застенчива для этого. Мне просто страшно. Даже несмотря, что я знаю, что, в принципе, если ты спросишь, и даже если тебе откажут, ничего страшного не случится, ничего не изменится буквально. Ничего не изменится, вы никуда не пойдете. И ты останешься дома, как всегда. Вот. И я это знаю, но мне все равно, блин, страшно. Вот. Что еще сказать интересного? Мне купили... Господи, я только что забыла, как называется камень. Это агат. Это агат. Я не помню его разновидность, но это агат. Он очень красивый. У него, я прочитала, что, во-первых, это земная стихия. Я воздух, привет. Земная стихия сходится с водной. Я все еще воздух, привет. У меня знак зодиака Весы, воздушный, и типа, ну, агат мне никак не вписался вообще, но, блин, это такой мем, типа, когда, ну, типа, эти камни не продаются под знаком зодиака, и этот камень продавался под знаком зодиака Весы. Какого черта, спрашивается, но я еще узнала его значение. И это сила духовная, типа, когда тебе тяжело, носи камешек. Вот.
собственно говоря, почему он у меня на шее. Вот так вот. Про страх перед 11 классом говорить даже нету смысла, мне кажется, потому что, блин, мне страшно. Еще я, за счет того, что я приеду, пропущу целую неделю учебы, мне еще из-за этого страшно. Мне стрёмно видеться с моими одноклассниками, они классные ребята. Мне все равно страшно, я не знаю, как мне себя вести. Сидеть тихонько в уголочке, как обычно, мне не хочется. Но если я начну действовать, я боюсь, что многие посчитают это странным. Я не знаю, это абсолютно необоснованные загоны, потому что я знаю, что я нравлюсь многим. Блин, мои загоны совершенно несовместимы с моей самооценкой. Я понимаю, что я хороший человек, я понимаю, что со мной приятно общаться на любую тему. Почти на любую, на которую я могу хоть что-то сказать. Если вы начнете общаться со мной на тему квантовой механики, я ничего не скажу. Вот. Короче, я знаю, что я, в принципе, хороший человек, неплохой, точно. Вот, и со мной интересно общаться, но общаться с людьми, кто это придумал вообще? Как хорошо, что у меня есть сосед по партии интроверт, который меня полностью понимает. Блин, реально, это такой мем. Мы сейчас дружим, и мы впервые познакомились в 10 классе, потому что до этого он учился в параллели, а потом нас объединили в один класс, и мы не разговаривали первые 2 месяца вообще. Нас посадили за одну парту, мы первые 2 месяца вообще не разговаривали, потом как-то обменялись парой фраз, начали общаться на тему уроков, учебы, обсуждать что-то такое, а потом разобщались. И вот мы теперь иногда собираемся с ним и еще с одной нашей подругой, вместе смотрим аниме. Как это работает, я не знаю. Но это прикольно. Вот. А еще я нагрела себе молоко. Я уверена, что оно остыло, пока я болтала. Нет. Да. Стакан не остыл, молоко остыло. Ну и ладно. Собственно, мне больше нечего говорить. Может, то, что у меня волосы пипец как отросли. Я не знаю. И еще я обгорела, и этого вообще не видно. Ща. Видно. Это такая жесть. Я ненавижу загорать. Вообще, я не люблю загорать. Но, блин, эта хрень еще и болит. Мне еще и больно. Но мало того, что некрасиво для меня, мне еще и больно. И на ногах еще еле заметная, но, блин, эта полоса от шорта, она меня так бесит. Даже сказать нечего. Блин, как классно, что у меня волосы отросли. Боже мой, я такая принцесска. Офигеть. Прикольно. Но, кстати, я каждый день думаю о том, чтобы их отстричь снова. Пока я этого делать не собираюсь, но, блин, мысли уже появляются. Так, ладно. Что я собираюсь сейчас сделать? Попить молоко, съесть хлебные палочки. Возможно... Я не знаю, я даже не буду писать в дневник. Я взяла с собой дневник в поездку, я там не писала ни разу. То есть я писала, но не дневник, не дневниковые записи вела, а вот прошла мастер-класс и записала там мысли, которые мне пришли в ходе мастер-класса. Не знаю, у меня в этой поездке голова пустая.
Ну, в хорошем смысле, наверное. Вот. И прям, не знаю, иногда даже слишком пусто. Не привыкла я к такому. Вот. Я уже соскучилась по дому, на самом деле. Соскучилась по своему коту, по барону, по базилику, который я выращивала в горшочке. Вот, и надеюсь, за ними хорошо ухаживали, пока нас нет. Вот. Завтра мы едем, но должны, если погода будет хорошей, я очень надеюсь, мы должны поехать в соседний город. Там будет open air, музыка, коктейли бесплатные. Ну, напитки. Не только коктейли, скорее всего, лимонады там тоже будут, потому что, ё-моё, там будет куча детей, по-любому. Вот. Я в предвкушении. Я очень надеюсь, что у нас получится завтра поехать туда. Если нет, то я буду грустить. Вот. Я думаю, мне пора закругляться, господи, 17 минут. На 17 минут наговорила, господи, боже мой. Чисто Ира, когда ей нечего сказать. 17 минут. Ну и ладно. Спокойной ночи.